Здравствуйте, друзья! Сегодня будем оптимизировать пространство в шкафу, который расположен в прихожей. Как вы видите, у меня здесь очень много верхней одежды, и она крайне плотно размещена. Ее очень неудобно доставать. Вверху у меня расположена еще зимняя одежда и часть вообще в другом месте. Однако пространство вот внизу шкафа используется не оптимально. Посмотрите, сколько здесь свободного места. Внизу у меня в основном домашние тапочки, бахилы, есть какие-то пакетики, которые, как правило, в последний момент вспоминаешь взять с собой. Безусловно, как один из вариантов, можно взять просто в большие коробки такие органайзеры и сложить туда, допустим, одежду зимнюю, которую вы не используете в текущем сезоне. Ну, мне такой вариант не очень нравится, потому что иногда бывает то холодно, то жарко. Приходится из этих органайзеров часто доставать одежду, потом опять класть. Одежда часто мятая, требует время, чтобы отвеситься, либо ее нужно постоянно пропаривать и гладить. Поэтому идея у меня сделать две вот такие штанги в шкафу. Скажу, что у меня здесь уже очень классный вариант. Данная штанга, она прикреплена к самой полке. И ее переместить будет очень просто. Другую же штангу я прикреплю прям к потолку. Для того, чтобы у меня одежда в 2 уровня полностью поместилась. Вторую штангу мы купили телескоп. Очень удобно ее подогнать под размер вашего шкафа. Она имеет минимальную длину 60 сантиметров и максимальную 90. Крепится к боковым сторонам шкафа. Очень удобный вариант, потому что иногда приходится очень прилично тратить времени для того, чтобы найти штангу подходящего размера. Либо в специальных строительных магазинах обрезать какую-то часть от купленной штанги для того, чтобы она идеально подходила в шкаф. Для того, чтобы штангу было проще всего прикрепить к самому верху и удобно было вкручивать шурупы, удобно закрепить ее с помощью скотча к стенке, то есть к боковой поверхности шкафа с обеих сторон. Штангу мы уже установили, и одежду я уже разместила на нее и также вниз. Придерживалась я здесь нескольких принципов, которые, я считаю, очень помогают оптимизировать пространство в шкафу. На верхнем уровне у меня находится короткая одежда. Причем внутри верхнего уровня я ее также рассортировала на более длинную, взрослую, и более короткую. Там подростковая, детская, может быть. И в результате у нас здесь получилось дополнительное пространство, которое можно занять органайзером. Я использовала вот такую коробочку. Здесь у меня зонтики и также дождевики в желтом пакетике. Нижний уровень у меня занят более теплыми вещами, и, соответственно, они более длинные. Если у вас детки маленькие, но все-таки вы хотите, чтобы они сами одевались, брали самостоятельно одежду, то, конечно же, короткую одежду вам будет лучше всего разместить на нижнем уровне, а длинную одежду вверху. Хотя для взрослых такой вариант не очень удобен, потому что полка будет находиться значительно ниже, и вам придется каждый раз наклоняться. В соседнем отделении, в шкафу, я разместила одежду на полках следующим образом. Вверху у меня находятся очень теплые пуховики, которые мы используем крайне редко, только в случае очень сильных морозов. Поэтому туда приходится нечасто заглядывать. На следующей полке также я разместила куртки, которые не очень часто одеваются, поэтому они лежат довольно-таки высоко. На следующей полке у меня расположены жилеточки, они легкие, специального материала, также куртки. Мы их часто используем для прогулок, для занятий спортом, то есть универсальная одежда вообще для всех членов семьи. Я разместила их вот такой органайзер, он у меня идеально подошел по размеру полки. И, как видите, одежду очень удобно брать. И я полку также немножко сместила, чтобы она у меня была как раз в уровень с жилетками, курточками, и лишнее пространство у меня здесь не пропадало. И дополнительно я установила на эту полку еще один уровень, еще один органайзер с различными шарфами.
Очень удобно вот такое вертикальное хранение. Они у меня находились в комнате на отдельной полке, занимали много места, потому что хранение было горизонтальное. Дополнительно вот такая двухуровневая организация помогает видеть всю одежду, и вы точно не забудете, что у вас есть в наличии, и не будете долго искать на других полках. На третьей полке у меня тоже размещено несколько органайзеров. В самой глубине, как вы видите, здесь находится очень много спортивной одежды. Это в основном штаны для занятий спортом, бегом. Но их также очень удобно доставать, потому что они находятся в вертикальном положении, все хорошо обозревается. И также я сюда разместила несколько маленьких органайзеров для таких вот мелких вещей. Здесь, допустим, находятся шапочки. Их у нас не очень много, потому что одежда в основном с капюшонами, что я считаю очень удобно. Также сюда я разместила различные тканевые сумочки для похода в магазин. И еще один органайзер, он предназначен для перчаток, бумажных салфеток, какая-то барсетка. То есть тоже мелочевки, очень полезные и нужные. Перчатками мы тоже не особо активно пользуемся, поэтому их мало. Следующая полка у меня занята сумками. Я сюда разместила 3 основные, которыми я часто пользуюсь. По размеру они разные. Неудобно их как-то разместить, чтобы они друг на дружке плотно не лежали. Поэтому я оставила в таком варианте. И также оставила здесь небольшой зазор, чтобы легче было доставать сумку с нижней полки. И самая нижняя полка у меня получилась очень большой. Я специально ее такой сделала, потому что доставать вещи с самой нижней полки крайне неудобно. И хорошо, когда она высокая. И уже внутри самой полки я сделала организацию. Как видите, у меня сбоку здесь поместился пакет бумажный. И внутри много разных пакетиков, сумок, которые часто пригождаются, если мы ездим за покупками. В самом начале полки, скажем так, я разместила принадлежности для обуви, различные щеточки, крема. Здесь очень такая удобная ложечка. Вот посмотрите, ее можно вытянуть вот до такого уровня, и также она очень хорошо собирается. То есть такой компактный вариант, мне очень нравится. На полке самой я разместила в 2 уровня. Первый — это сумки. Специально их поставила в вертикальном положении, потому что очень удобно найти какую-то необходимую. Сумки довольно-таки большие. Также у меня здесь 2 термосумки, которые мы часто берем, когда нужно захватить с собой перекус, и мы долго находимся в дороге. И в самом низу у меня находится ящик с домашними тапочками для гостей, также бахилами и стельками. Вот покажу вам более подробно. Очень такой удобный вариант. Несколько размеров тапочек, они тряпочные. Скажу, что они не очень удобные, но хороший вариант, потому что иногда, когда приходят гости, у всех разный размер ноги, и не всегда находится дома столько много тапочек, а ходить босиком не каждый любит. Вот здесь у меня еще также какие-то стельки дополнительные, и вот еще новый набор стелек массажных. И мне очень нравится то, что эта коробка выступает как бы основой для второй полки с сумочками. И в эту коробку мы не очень часто заглядываем, потому что гости приходят не каждую неделю. Но если необходимо, тапочки всегда наготове, их легко достать. Друзья, поделитесь, какой из секретов или способов организации хранения вещей в шкафу вам больше всего понравился, как вы организуете свое пространство. Очень буду рада вашим отзывам и комментариям. А на этом все. До новых встреч!